Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о последней гибридной новинке от компании Tanzu стоимостью $89. Наушники поставляются в средней по габаритам коробке с довольно таким приятным и темным мистическим оформлением. И здесь спереди имеется название модели Foodverse 1 и надпись Tangzu и Divinius, так как это их коллаборация. И как обычно, здесь сзади указаны технические характеристики наушников, и за звук здесь отвечает один динамический и два арматурных драйвера. А чувствительность наушников составляет 106 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Первым делом здесь нас встречают наушники, аккуратно здесь так зафиксированы. И выглядят они довольно хорошо, имеют черный матовый цвет, и лицевая панель у них изготовлена из сплава алюминия. А также она имеет надпись Divinius на левом наушнике и надпись Tangzu на правом. Рядом здесь также есть маркировка правого и левого наушника. А еще по стандарту у них имеется разъем 2 пин, вот здесь, и два акустических отверстия на внутренней части наушника, которая, кстати, очень такая гладкая и немного прозрачная. Ну и наверняка вы обратили внимание на это очень вытянутое сопло. И с одной стороны это хорошо, так как наушники погружаются достаточно глубоко в слуховой проход. Но лично у меня они не очень плотно прилегают к самому уху. То есть есть такой эффект того, что они немного болтаются вот так в ухе. Если у вас есть такой же эффект, напишите в комментарии. Было бы реально интересно узнать, только у меня так они сидят в ушах или нет. Ну конечно, друзья, куда же без аксессуаров, и поверьте мне, здесь есть о чем рассказать. Tangzu сделали очень правильное решение, сделав коллаборацию с Divinius, так как их амбушюры достать на самом деле не так просто. Но здесь, покупая эти наушники, мы получаем два отличных набора. Первые — это фирменные насадки Tangzu Sankai в 3 расцветках. На самом деле они очень удобные и мне реально понравились. Я давно еще хотел их попробовать. Вот так они выглядят. И вот эти амбушюры Divinius, которые меня вообще удивили. Они имеют более узкое отверстие, но отлично растягиваются и подошли на все мои наушники. Реально классные и тактильно очень такие гладкие амбушюры и бустят ощутимо так низкие частоты и самые дальние верха. Вот особенно мне понравилось их использовать с наушниками Yanin Canon 2. Вот для них это реально прямо находка. Но и это еще не все, друзья. Еще здесь в комплекте идет вот такой кожаный кейс на молнии, внутри которого находится вот такой медный 4-жильный кабель, который имеет такую черную оплетку, стандартные коннекторы 2 пин для подключения к наушникам и балансный 4.4 штекер. В моем случае, вы также можете выбрать стандартный 3.5. Но стоит сказать, что сам кабель немного путается, но зато он очень такой легкий и имеет отличные сформированные заушины. Поэтому по удобству здесь полный порядок. Но если он вам не нравится, вы можете поменять его без проблем. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этой модели Tanzu Fudu. И вот так выглядит их графика ЧХ. И давайте начнем по порядку с низких частот, которые в этих наушниках получились достаточно весомыми и массивными. Саббас у них глубокий, а мидбас же немного доминирует над нижней серединой. Это не звучит излишне гулко, но просто нижняя серединка немного так подтянута, и некоторым инструментам и голосам это даже идет на пользу. А вот текстурная проработка находится на довольно хорошем уровне. То есть различные гармоники у баса достаточно четко слышны. Также стоит сказать, что атака у баса не ощущается излишне расслабленной и вальяжной. Наоборот же мы имеем такой четкий, сфокусированный на атаку удар с еще более выделенным панчем за счет явного акцента у мидбаса. В какой-то степени эти наушники уже даже можно считать басхедными, так как баса здесь нам действительно подтянули так очень хорошо, и это ощущается. Поэтому хип-хоп, различные танцевальные жанры, где действительно важен бас, раскрываются как надо.
А вот средние частоты здесь по праву получились очень теплыми, нейтральными и аналоговыми. И несмотря на такую очень гладкую и ровную подачу этой области, на деле она не ощущается излишне расслабленной. Здесь есть и хорошее сохранение энергии у вокальной части, и достаточное количество воздуха и прозрачность, за счет чего инструменты и вокал не теряются, звучат раздельно и не сливаются в единое целое. Отдельно стоит похвалить Тангзу за то, что при настройке области верхней середины они сделали совсем небольшой акцент, за счет которого ударные не вылезают вперед всего остального и звучат очень так спокойно и ненавязчиво. А женский вокал вам не взорвет мозг при прослушивании. И в итоге мы имеем довольно такую жирную, подчеркнутую подачу этой области с очень комфортной верхней серединой. Ну а вот высокие частоты здесь аналогично средним имеют очень теплую аналоговую гладкую подачу, которая лишена каких-либо сибилянтов и сохраняет достаточно хорошее разрешение. И в итоге все тарелочки, перкуссии, различные призвуки подаются очень гладко и аккуратно, совсем слегка дополняя ритм в музыке. И стоит сказать, что в первую очередь подача этой области относится к музыкальной комфортной стороне. И наушники не стараются показать вам: вот, посмотрите, какие мы техничные и аналитичные. И сейчас мы покажем вам все детали в этом треке и того, что вы не слышали раньше. На мой взгляд, у этой модели такой задачи нет, и поэтому эти наушники не особо требовательны к качеству записи и даже без проблем воспроизводят какие-то полевые записи. И да, вот такая подача этой области в наушниках не самая встречающаяся в последнее время. Но с другой стороны, это довольно интересный другой опыт, и я знаю, что многие ищут вот такие наушники, которые вот могут воспроизводить музыку именно так. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Tanzu Fudu наушники стоимостью $89, имеющие отличную комплектацию с действительно качественными амбушюрами и неплохим кабелем. Но самое главное — это их уникальное звучание и настройка, которая на самом деле редко встречается сейчас. Очень такая гладкая, спокойная и неутомительная, и по праву аналоговая подача. Для любителей непринужденного расслабленного звучания. Ну, конечно, конкурентов в этой ценовой категории будет достаточно, но в любом случае, я думаю, каждый подберет что-то по своему вкусу без проблем. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.